Знакомы ли вы с особенностями произношения звуков в русском языке? Слышали ли вы, что в зависимости от ударения буквы могут произноситься по-разному? Знаете ли, что на месте буквы «я» мы произносим звук «и»? Всем привет! С вами 7 минут русского языка, снова Мова. Меня зовут Людмила. Сегодня мы начнем детально знакомиться с русской фонетикой. В русском алфавите 33 буквы, 10 гласных, 21 согласная и 2 буквы не обозначают звуков. Это твердый знак и мягкий знак. В сегодняшней теме будут рассмотрены фонетические правила для 3 гласных О, Е, Я. В каждом слове, в котором есть хотя бы одна гласная, есть ударение. От него напрямую зависит фонетическая организация конкретного слова. Например, я уверена, что большинство из вас где-то видели или слышали «хорошо». В этом слове у нас есть 3 буквы О, но произносим мы «хорошо». Почему? Давайте разберемся. Хорошо. Здесь, как мы видим, 3 слога. Один должен быть под ударением, и это третий, последний слог. Отсюда выходит правило. Если буква О в слове под ударением, то она произносится как О, а если она стоит без ударения, то будет звук А. Предлагаю попрактиковать ударную и безударную О. Я говорю, а вы стараетесь повторить. Много, восток, комната, золото, подарок, короткий, нормально, холодная погода. Итак, правило номер 1. Буква О под ударением произносится как О, без ударения А. Конечно, вы спросите, а как узнать, где стоит ударение? Хорошие новости. Никакого правила в русском языке для него нет. В учебниках для начального и иногда базового уровнях ударение обозначено. Но потом этого не требуется, так как с языковой практикой человек автоматически запоминает ударение часто употребляемых слов. Идем дальше. Посмотрим, как пишется слово «телефон», а сейчас послушаем, как оно произносится. Телефон. Возьмем другой пример. Пишем «дерево», произносим «дерево». В обоих словах у нас есть 3 слога. В первом «телефон», последний слог ударный. А это значит, что О остается О. Первые 2 гласные Е оказались без ударения. Но слышим мы не звук Е, а звук И в обоих слогах. Телефон. Нетрудно вывести второе правило. Гласное Е без ударения произносится как И. Второй пример. Дерево. Первый слог ударный. Давайте послушаем еще раз, как произносится это слово. Дерево. Слышно, что в ударном слоге у нас есть звук Е, во втором И, в последнем А. Выходит, что гласное Е под ударением произносится как Е. Итак, правило номер 2. Ударное Е остается Е, безударное становится И. Давайте потренируемся, как и с первым правилом. Весна, осень, семья, телевизор, нельзя, вечером, апельсин, медленно.
Наконец, мы подошли к третьему правилу. Видим слово «месяц», слышим «месяц». Видим яблоко, слышим «яблоко». Безударное «я», так же как и безударное «е», произносится «и». В слове «месяц» на месте буквы «я» мы говорим и слышим звук «и», так как второй слог безударный «месяц». А в слове «яблоко» мы отчетливо узнаем звук «я», потому что ударение падает на первый слог. Правило номер 3. Ударное «я» остается «я», безударное становится «и». Попрактикуемся. Лягушка, мясо, рядовой, выяснить, мяч, ледяная вода, русский язык. Мы рассмотрели часть основных фонетических особенностей, а именно ударность, безударность гласных О, Е, Я. Для остальных гласных ударение большой роли не играет. В следующем нашем видео мы узнаем, почему некоторые согласные произносятся по-разному. Я надеюсь, что это видео было полезным. Если оно вам понравилось и вы узнали что-то для себя новое, подписывайтесь на наш канал. А какие у вас есть сложности с произношением? Что вызывает трудности? Напишите мне в комментариях, и я вам обязательно отвечу.